Приветствую вас снова на моем канале «Просто о сложном». Спасибо, что вы зашли. Надеюсь, что уже подписались. Если нет, то, пожалуйста, поставьте лайк. И кнопка для подписывания вы знаете, где находится. А начать я хочу этот подкаст с того, что я хочу порассуждать о том, как мы путешествуем и что мы делаем. Скажите, странно. Название было совершенно другое, рассказать хочу о каких-то путешествиях. Скорее всего, даже не о путешествиях, а о том, как мы ездим, если не отдыхать, а особо как я постоянно на контрактах езжу, и мне надо с собой возить какую-то аппаратуру и свой ноутбук, и поэтому я сталкиваюсь с некоторыми вещами. Вы, например, сами скажите, вот напишите мне даже в комментариях о том, бывало такое, что вы берете даже с собой очень крутой ноутбук, ну, к примеру, у меня 18 дюймов ноутбук, и работая за ним, понимаете, что местечка-то не хватает на экране. Если вы смотрели мой канал и мои предыдущие выпуски, то вы понимаете, я с собой брал даже двойной такой монитор, который делал из моего ноутбука прямо киборга. Но тогда у меня ноутбук был не 18-дюймовый, а 16-дюймовый. И та надстройка над монитором, она была немножко неудачна, поэтому я ее оставлял дома, потому что она немножко вибрировала при движении судна. Мне это не нравилось, потому что это могло повлиять на сам лаптоп. Ну, дело не в этом. Я потом пошел в магазин, купил еще один, просто на USB такой большой и хороший монитор, который, к примеру, я вам скажу честно, один из перелетов не выдержал, а брать его с собой в ручную кладь у меня было ограниченное место. Я пришел к выводу, что, блин, что же делать? Что, снова покупать монитор? Потом мне его снова разобьют? Или там будет тут куча проводов на моем столе? Это лишний вес, то есть сам монитор там килограмм-полтора. Брать его в ручную кладь как-то не могу, потому что у меня уже ноутбук сам по себе уже достаточно тяжелый. Что же делать? Вы тоже, наверное, с таким сталкивались. И ответ очевиден. Вам нужен второй монитор, если вам не хватает одного. А что такое второй монитор? Тащить его с собой? Ну, не знаю, может кто-то и берет. Вряд ли. Монитор это значит куча USB для питания или просто питания блок. И это HDMI толстенные, если они хорошие. Все это брать с собой? Постоянно обвязываться этими проводами? И как я говорил, что я не очень люблю, когда гаджеты ради гаджетов. Таскаешь их, таскаешь. Конечно, если тебе хочется там иметь два монитора для каких-то более конкретных вещей, как монтирование, допустим, фотографий и так далее дома, то я использую большой монитор. А вот я имею в виду в дороге. Что делать? Где выход из положения? И я очень этот выход из положения, я вам скажу честно, искал долго и упорно. И я думал, что же делать. Я даже включил, чтобы, допустим, не возить с собой кучу проводов HDMI. Я ввозил какой-то переходник HDMI, который втыркивается в обе стороны и без провода. Но все равно было не то. Все равно надо монитор иметь какой-то. И уже почти отчаялся. И нашел потом решение. Если вы хотите узнать, какое решение я нашел и как этим пользоваться, смотрите дальше. И я вам покажу, как я нашел какую-то программу, которая из вашего, я вот сейчас прям тянусь, из вашего телефона любого телефона, iOS, Android, старого, нового. Если вы обладатели, как я, вот хорошим телефоном Fold, да еще и на такой магнитной подставке, который можно поставить рядом, прямо с ноутбуком, ты вообще счастливчик. И вы скажете снова, да вы что, обалдел что ли? Телефон или что-то подсоединить к компьютеру, и чтобы это был бы вторым монитором. А я вам больше скажу, старый ноутбук даже можете подсоединить. Притом, очень интересная вещь. Я вам сейчас скажу. Это бесплатно. Просто о сложном. Смотрите дальше
и я вам покажу, как это сделать. Ну, вот таким образом выглядит программа, на которой можно совершенно спокойно скачать Space Deck. Вот то, что вводится, и вы сразу ее найдете. Программа действительно бесплатная. И самое интересное заключается в том, что, как бы не было удивительно, в этом случае нет такого, что бесплатно бывает сыр в мышеловке, как говорится. Эта программа очень-очень интересная, и действительно она дает вам хороший экспириенс использования вашего мобильного телефона, к примеру, или планшета как второго экрана без каких-то больших настроек. То есть, вот мы скачиваем отсюда для Windows. Ну, к сожалению, я не видел здесь, если кто-то пользуется macOS, нету здесь программы для macOS. Потом также вы скачиваете программу для того планшета или мобильного телефона, что у вас есть, допустим, iOS, Amazon, Android, даже Windows, HTML5 какой-то там и так далее. После этого вы, когда скачали, вы можете уже приступать к тому, чтобы соединять ваш телефон и ваш компьютер. Насколько это легко сделать, настолько я вам сейчас покажу. Это наглядно. Скачивается это, и файлы очень маленькие. Работает совершенно классно. Для чего я использую? Вот видите, тут тоже показано, для чего я использую. Я использую его не на планшете, хотя у меня дома он также есть. Но, допустим, в дороге у меня мой Fold 7. Я использую мой Fold 7 для того, чтобы, ну, к примеру, мониторить температуру. Выводить, вот, к примеру, вот этот мой Predator Sense, который вот здесь он, Predator Sense у меня, да, выводить его все вот эти вот мои э, показания на мобильный телефон. Для чего это делаю? Ну, к примеру, если я играю в какую-то игру, игра достаточно такая, занимает много ресурсов, я, если честно, наблюдаю за тем, чтобы не произошел какой-то большой перегрев. Можно делать mirror, то есть может делать то же самое. То есть при при инсталляции этой программы получится такое, что у вас будет точно такой же монитор, как бы если бы вы подсоединили просто монитор. Подсоединяется, как я вам уже говорил и показывать буду, как по Wi-Fi. Два этих устройства должны находиться в одной сети. И не обязательно этот Wi-Fi должен иметь выход в интернет, просто должен находиться. И также он должен находиться и или USB, допустим, подключить, и по USB совершенно быстро это произойдет. Сейчас мы откроем саму программу, как она выглядит. Вот она. Сейчас запустим ее. Вот она, Space Deck. Она у меня уже э, инсталлирована, естественно. И что мы здесь видим? Здесь можно много сделать разных регулировок. У меня iOS нету никаких устройств, поэтому отключено. Android у меня сразу же включен он, USB. Что произойдет? И сейчас я подсоединю мой телефон по USB, он тут же, так как есть программа на самом телефоне, спросит меня, сейчас будет сделан из вашего телефона типа второй монитор, и поэтому подтверждаю, к примеру, и у меня уже сразу же телефон становится автоматически моим вторым монитором. Если я не хочу это, я могу это тоже убрать. Зачем мне нужно, типа того, чтобы сразу же телефон подсоединялся. Могу все это, ну, по коннекшену видно, что здесь соединяется и так далее, да. То есть программа достаточно простая и программа достаточно дружелюбная. Если надо, я могу даже поставить здесь вот паспорт какой-то. Она у меня постоянно работает. Сейчас я, допустим, ее отключу. Все, она у меня будет сейчас отключается, видите, отключилась, и здесь все тоже отключилось. То есть при подключении телефона ничего не будет происходить. Как только я нажму "он", она тут же начнет снова работать.
Очень удобно, очень информативно и очень обалденно. Я давно искал, если честно, такую программу, чтобы можно было таким образом работать. И как она работает, и насколько она простая, мы сейчас продолжим дальше это обсуждать, и я вам покажу. Давайте посмотрим, как эта программа выглядит на самом телефоне. И я также подключил ее сейчас, скрин делаю с моего основного компьютера, с Предатора. И видите, он обнаружил сразу же подключение. Сразу же, когда он обнаружил подключение, потому что находится Wi-Fi, не обязательно, я повторюсь, это будет сделано, и сеть должна находиться в интернете. Э, Просто должна быть одна сеть по Wi-Fi протоколу, они будут соединены. Давайте подключимся, посмотрим, что произойдет. Э, Как видите, мой второй экран тут же опознался моментально. Моментально сразу же я увидел, к примеру, выведенную сюда. Я могу, вот она мышка у меня от компьютера, теперь я перехожу сюда. То есть я могу спокойно пользоваться ими. Сейчас я, ну, поставлю, у меня вот таким образом он будет выглядеть. Но все равно это очень классно. То есть особенно когда ты имеешь такой телефон, как у меня Fold 7 или планшет, пользоваться им и мониторить и переключать, допустим, производительность отсюда. Вот он или там сбалансированную сейчас я поставлю, пересматривать какие-то файлы, смотреть. Это очень-очень удобно. То есть вам не надо таскать большой монитор с собой. У вас всегда есть такая программа. При вас всегда, когда у вас есть ноутбук, находится, естественно, такая вещь, как телефон. Желательно, конечно, с большим экраном. Или планшет, это вообще идеально. Вы подсоединяетесь и без лишних проблем имеете второй экран. Когда вам он не нужен, вы его просто отключаете, и после этого вы снова пользуетесь отдельно своим телефоном и отдельно э, ноутбуком. Это очень полезно, когда вы где-то ездите. Я, если честно, эту программу искал очень давно и нарывался на разное, то есть разное скачивал, тормозило. Было очень такие программы вообще косорукие. И я первый раз встретился с программой, которая действительно, как вы видите, она вообще не тормозит. Она полностью работает корректно. Она полностью все делает отлично. То есть я могу сейчас, вот, допустим, взять, смотрите, и перетащить его сюда. Вот я и перетащил его сюда. Вот, пожалуйста. Теперь я его раз перетаскиваю сюда и снова наблюдаю за этим. Если я, допустим, запущу любую другую вещь, там какие-то свои фотографии, файлы или что-то еще, я точно так же могу перетаскивать туда-сюда. Это очень удобно и, повторюсь, и очень классно. А главное, для меня это было большой такой сюрприз, что эта программа действительно скачивается, она не требует никаких больших там разрешений. Э, Настройка очень интуитивна. И я вам скажу честно, никто мне не платил за то, чтобы я рекламировал эту программу. Получается так, что на нашем канале говорят правду, на нашем канале все делают просто о сложном. Это как раз тот вариант, когда я вам показываю, как можно сделать просто достаточно сложные вещи. Ну так вот, посмотрели вы эту программу и, наверное, немало удивились. Поставьте мне, пожалуйста, внизу в комментариях, кто вообще знал о таком, кто именно вот об этой программе знал. И если вы ее испытали, как я испытал и показал, она вообще не тормозит. Да, конечно, использовать, допустим, телефон, если вы играете во что-то или что-то еще, это, ну, глупо. Зачем это надо? Но если, допустим, во время какой-то покатушек, так сказать, игр, вы хотите наблюдать за тем, какие параметры у вашего ноутбука, совершенно спокойно это можете делать. Если вы хотите второй Android какой-то планшет большой использовать для того, чтобы работать с какими-то документами, вообще никаких проблем. Не тормозит вообще. Я не испытывал на iOS, поэтому я не буду говорить. Сейчас я говорю про Windows компьютеры, мощные компьютеры, лаптопы и про телефоны на базе Android.
Надеюсь, что под iOS это работает точно так же хорошо. Делаем вывод по вот этому всему. Программа годная, очень хорошая. Никто мне не проплачивал, поверьте. Я сам нашел эту программу, сам скачал и делюсь своим опытом. Делюсь опытом для чего? Чтобы вы могли бы просто сделать сложную вещь. Делюсь тем, чтобы люди смогли бы ее использовать и радоваться. Если вам это помогла программа, если помог этот совет, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Google это очень ценит. Поставьте лайк этому видео или дизлайк. Если дизлайк, пожалуйста, прошу посоветовать мне, что сделать лучше для того, чтобы мой канал работал намного лучше, намного интереснее. А на этом все. Прощаюсь с вами. До следующих встреч. С вами был Вадим и канал Просто о Сложном.